Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, наверняка каждый из вас сталкивался в жизни с такой ситуацией, когда новичок на работе, совершенно новый человек, у которого нет никаких особых заслуг в этой фирме или в этом предприятии, да вообще в университете, в школе, например. Вот абсолютно новый человек, который работает, может быть, секретарем, скажем так, особо умом не блещет, особых заслуг не имеет. Но к этому человеку относятся все с большой любовью, отпускают домой, когда просит, выписывают постоянно премии. Вот становится человек любимчиком, и все. И просто недоумевают те люди, которые много лет работают, которые очень много сделали для того, чтобы это учреждение было всегда впереди. Начинается не то, что зависть, начинается просто некая такая досада, обида, что не замечают меня, я столько делаю, а вот это вот абсолютно ни о чем и звать никак, и практически то болеет, то просится там домой, то еще что-нибудь. И как-то идут навстречу, никогда не выписывают какие-то, скажем так, предупреждения. Все сходит с рук, все хорошо, все подчиняют, все слушаются, все делают, как она хочет. Точно так же бывает и в семье. Ну вот женщина, которая не особо справляется со своими обязанностями, не сказать, что там наводит чистоту, особо ничего не делает, даже есть не готовит. Но все прям облизывают ее со всех сторон, она самая лучшая. Дети могут сами готовить, муж может сам убраться за собой. То есть никаких требований к этой женщине, но все любят, обожают, ходят прям кругами и хвалят, расхваливают. Конечно, есть и человеческий фактор. Может быть, человек нравится, может, человека любят просто за что-то, за какие-то качества. Конечно, может, директор учреждения просто испытывает какую-то симпатию к этому человеку. Просто нравится человек, просто подходит по духу. Такое возможно. Но чаще всего это совершенно иной случай. Чаще всего здесь замешана магия. И человека либо научили, либо он знает какой-то особый такой секрет, с помощью которого подчиняет себя себе, подчиняет всех подряд. И все готовы помочь, готовы любить, готовы служить, все что угодно. Не видят ошибок и просто вот всецело она руководит. И она там главная. И невзирая на то, что она секретарь, она просто главная. Она важная персона. Несмотря на то, что в доме, скажем так, мать, может быть, или бабушка не особо-то старается для всех, но ее любят, обожают. И не просто здесь воспитание, не просто почитание, не просто уважение к старшей в семье, а просто вот любят ее, потому что она знает определенный секрет, с помощью которого подчиняет себе всех. И такой секрет существует. Различные есть версии, но один из таких версий я хочу вам подарить. Он основан на очень древней традиции, но, естественно, традиция есть поверье, есть в магии определенные такие, дошли до нас такие осколки знаний, что делалось, как делалось. Ну, естественно, заговор составлен мной, поскольку такой заговор подходящий не существует. Знаю, как это делали, есть другие варианты, но чтобы составить более сильный, более доступный, более понятный, более, скажем так, возможный для выполнения, нужно было составить свой заговор на основе вот этого древнего знания, традиции, я бы сказала, магии, который, правда, скажем так, известен только опытным практикам, и то не всем. Итак, для начала вам нужно
2 мешочка. Один мешочек красный, другой черный. Можете шить сами. Это обязательно. Ну, красный или там розовый, неважно. Вот такого цвета, радужного. А второй мешочек черный. Далее. Свечи. И скажу сейчас, сколько свечей. Это зависит от того, сколько людей должны вам покориться, слушаться и относиться к вам хорошо. Вы можете провести это с членами вашей семьи, вы можете провести это с вашими коллегами. Где бы вы, с кем бы вы эту манипуляцию не провели, все будут к вам хорошо относиться, все будут идти вам навстречу. Ваше слово будет проходить везде и всюду, и ваше слово будет последним, невзирая на то, какую должность вы занимаете, совершенно невзирая. Но для этого вы должны делать определенную вещь. Вы должны взять у них предмет, любой предмет, но не просить. Они сами должны отдать. Предположим, скажем, коллега, который там вмешивается везде и всюду, мешает вам как-то, да, и вам нужно так сделать, чтобы она не мешала, а наоборот к вам хорошо относилась, чтобы она вас слушалась, может, где-то побаивалась, неважно. Вы хотите ее подчинить. И не только ее, а весь коллектив. Говорить следующее. Например, что-то у меня ручка не пишет. Дай свою ручку. Дай. Не пожалуйста, можно я возьму? Дай. Дай ручку. У меня не пишет. Человек взял, отдал тебе ручку. Ты эту ручку не возвращаешь. Ты можешь другую ручку отдать и, например, сказать: ой, я извиняюсь, твоя ручка куда-то делась, вот возьми другую. Эту ручку оставляешь себе. Или, например, какой камушек интересный. Дай этот камушек мне. Возьми. Пускай даже вас посчитают странной, ничего страшного. Точно так же можешь сделать и дома. Ой, у меня платок куда-то делся. Дай свой платок, а. Вот он вытащил, отдал, на, возьми. Забрала платок. Что угодно, как угодно заберите у них определенные предметы. Дай, пожалуйста, записную книжку. Нет, пожалуйста, не надо. Дай записную книжку. Или листочек не подойдет. Нужна вещь, определенная вещь, которым пользуется человек. Листком он не пользуется, написал, выкинул. Что еще можно, например? Придумайте сами. Не знаю даже. Подсвечник? Дай мне этот подсвечник, он мне нравится. Я заберу? Забирай. И так далее. Кольца и прочее не нужно. Здесь не украшения должны быть, а вещи, которым пользуется человек. Повседневный обиход. Взяли, собрали это все. Вот сколько людей вам надо подчинить, столько и собрали. Сейчас все рынутся там любимых подчинять. Можете делать и на них. Но это не для того, чтобы далее у вас семья была и прочее. Понимаете, это на подчин, чтобы человек сделал, как вы хотите, чтобы начал почитать вас, к вам хорошо относиться. Если вам мешал, там на вас стучал, чтобы перестал это делать. Итак, взяли вот эти вещи, показываю. Определенное количество. Например, предположим, там камни, ручки. Разложили. Вот сколько человек. Вы должны помнить, у кого что брали. Тоже важно. Поэтому записывайте у себя. Взяли, запишите. Белая ручка от Петровича. Там такая-то зеленая ручка от Иваныча. И так далее. Можете у всех ручки забрать. Пускай вас посчитают странной. Купите дюжину ручек и вот так вот у всех возьмите и отдайте свои ручки, а их ручки оставьте у себя. Далее, вот сколько человек вам нужно покорить. Я примерно взяла 3 свечи. Берете 3 восковые свечи. Без разницы, где вы их купили. Тоже задают вопрос, а если в церкви взяли? Да вообще никакой разницы нет. В церкви никакой силы нет, поэтому можете брать там, что хотите. Имею в виду свечи и прочее. Значит, смотрите, как нужно делать. Зажигайте одну свечу. Берете предмет того человека, один предмет. Зажгли свечу, взяли предмет от Петровича, предположим. И начитывайте на этот предмет. Называйте его имя.
положили рядом. Далее. Потом взяли и другой предмет, зажгли другую свечу. Знаете этот предмет чей? Читайте на этого человека, называйте его имя, положили рядом. И так вот сколько свечей, сколько людей вам нужно покорить. Начитали на всех. Оставляйте, чтобы они догорели до вот таких огарков маленьких. Эти свечи берете. Ну, мешочек, наверное, нужно будет вам побольше, один мешочек, потому как предметы нужно, чтобы туда поместились. Значит, придется сшить, может быть, побольше или купить побольше мешочек. Значит, огарки свечей в черный мешок кладете, а предметы в красный мешок. И вместе где-то прячете. Периодически можно это делать по новой. То есть не собирайте по новой эти предметы. Снова возьмите те свечи куда-нибудь вынесите, там под дерево оставьте без никаких слов. Просто оставляйте. И по новой сделайте со свечами. Точно так же берете предмет, называйте имя, начитывайте на этого человека и положили рядом со свечой. Свечи догорели полностью все. Остались там огарки свечей. Нужно потушить или вот гасителем, или пальчиками. Ну, я думаю, пальчиками не очень удобно, да? И оставляйте, значит, кладете в черный мешочек, а предметы в красный. И храните вместе где-нибудь. Если кто-нибудь найдет, не объясняйте, что это. Но желательно, чтобы никто не находил. Потому что заговор может потерять отчасти силу. Не всю, но отчасти может потерять силу. Итак, значит, берем предмет. Объяснила, каким образом. Без слова «пожалуйста». Дай мне. Пусть это выглядит непонятно, но... Ой, дай мне вот это. Мне нравится. Я возьму. Отдаешь? Да. Нужно, чтобы человек сказал «возьми». Да. Согласился. Итак, зажгли свечу, взяли предмет и читайте. Вот. И потом кладете рядом со свечой. Я покорна богам. Я подчиняюсь их законам. Вот как я покорна богам, так и ты, имя, будешь мне покорный и послушный, как мне эту вещь, называйте, эту ручку, ты добровольно передал, так и волю свою в мои руки отдал. Как эта ручка мне не перечит и не спорит со мной, и покорен мне, так и ты мне будешь покорен и послушен. Лев – глава прайда, я – глава над тобой. Не перебить моих слов ни первому человеку, ни последнему, ни старому, ни молодому. Духи, Табасис, Фатаха, Берген, помогите. Волю, имя его, мне подчините. Навеки его для меня покорите. Слово мое, как стрела, бьет в цель. Воля моя крепче камня алатырь. Да будет так, как я хочу. Ключ, замок, язык. Заклято. Далее. Зажигаем вторую свечу. Так. И точно так же берем предмет в руки. Ну, это может быть ручка, платок. Я даже не знаю, что еще. Камень, сувенир какой-нибудь маленький, безделушка какая-нибудь, который вы забрали. Но не украшение, ни золото, ни серебро, ничего такого. Вот. Берете, начитываете на эту вещь, называете эту вещь. Но если вы не знаете, как вещь называется, ну, назовите вещь. Ладно, как это вещь. Кладете рядом. И далее зажигайте и так вот начитывайте на каждую вещь. Еще раз читаем. Я покорна богам, я подчиняюсь их законам. Вот как я покорна богам, так и ты будешь мне покорный и послушный. Как мне эту вещь ты добровольно передал, так и волю свою в мои руки отдал. Как эта вещь мне не перечит и не спорит со мной, и покорен мне, так и ты мне будешь покорен.
и послушен. Лев – глава прайда, я – глава над тобой. Не перебить моих слов ни первому человеку, ни последнему, ни старому, ни молодому. Духи, Табасис, Фатаха, Берген, помогите. Волю его, имя, мне подчините. Навеки его для меня покорите. Слово мое, как стрела, бьет в цель. Воля моя крепче камня алатырь. Да будет так, как я хочу. Ключ, замок, язык. Заклято. Я назову этот ритуал. Я здесь главный. Ну или главное, в принципе, без разницы. Естественно, мужчина, женщина, как читает, если на себя, для себя читает, все уже усталость. Если для себя читает, если это женщина, конечно, в женском, да, роде читает. Если мужчина, понятное дело, что меняет немного слова. Следующее. Вот, опять же, зажигаем следующую свечу и берем уже другой предмет, вот камень, например, и начитываем на этот камень, потом кладем вот сюда и далее. Я покорна богам, я подчиняюсь их законам. Вот как я покорна богам, так и ты будешь мне покорный и послушный, как мне эту вещь ты добровольно передал, так и волю свою в мои руки отдал. Как эта вещь мне не перечит, не спорит со мной и покорен мне, так и ты мне будешь покорен и послушен. Лев – глава прайда, а я – глава над тобой. Не перебить моих слов ни первому человеку, ни последнему, ни старому, ни молодому. Духи, Табасис, Фатаха, Берген, помогите. Волю, его имя, мне подчините. Навеки его для меня покорите. Слово мое, как стрела, бьет в цель. Воля моя крепче камня алатырь. Да будет так, как я хочу. Ключ, замок, язык. Заклято. И эти предметы, эти вещи оставляйте, пока вот не догорит до определенного уровня. Вот будут такие огарки. Берете, тушите свечи, огарки кладете в черный мешок, а вот эти вот предметы в красный. Красный, значит, должен мешок быть чуть побольше, чтобы туда поместились. И вместе храните. Периодически повторяйте, когда видите, что ослабевает вот этот заговор. Хотя он может держаться долго, даже столько времени, сколько вы там работаете. Поэтому, если нет необходимости, ничего делать не нужно. Еще не нужно, чтобы кто-то это видел. Если кто-то видит, отчасти заговор может потерять силу, а может остаться, может. Не обязательно, чтобы именно так и случилось, но желательно, чтобы никто не видел. В этом случае никто знать не должен. И никому нельзя говорить. А ты знаешь, почему меня слушаются на работе все? Да потому что вот я вот такое вот сделала. Нет, это уже будет глупость с вашей стороны. Всем удачи, всех благ. И пусть у вас получится все, что вы хотите. Всем всего хорошего.